Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и давайте сегодня с вами сделаем ягодки для наших букетов. Ягодки мы будем делать из бумаги. Для своих ягодок я буду использовать гофрированную бумагу. Производство Италия, 180 грамм. Номера бумаги это 17А6 и 17А8. Ну а теперь давайте приступать. Для начала нам надо будет сделать сами ягодки. Для этого я буду использовать проволоку. Толстую проволоку я буду использовать для ножки самой веточки, но проволоку потоньше для самих ягодок. Толщина проволоки здесь не принципиальна. Вы должны понимать, какой толщины в реальности веточка, такой приблизительно нужно брать и проволоку. У меня это, по-моему, 0,6 или 0,7 мм считается проволока. Я беру проволоку и разрезаю ее на отрезки приблизительно 6-7 см, для того, чтобы в дальнейшем было удобно с ней работать. Ну и теперь сами заготовки бумаги. Мы отрезаем отрезок бумаги где-то 5 на 14 сантиметров. После этого я ее хорошенечко растягиваю. Растягиваем полностью и складываем. Срезаю немножечко края и нарезаю на квадраты. У меня получается с этого отрезка приблизительно 8 квадратов. Следовательно, у нас получится где-то 8 ягодок. Чем меньше отрезок бумаги вы возьмете, тем сложнее вам в дальнейшем будет работать, так как сверху у нас будет горячий клей и мы можем обжечь пальцы. Поэтому иногда лучше взять отрезок бумаги побольше и поберечь свои пальчики. Нарезаем на квадратики. Ну а теперь сама основа наших ягодок. Это самая обычная пищевая фольга. Мы нарезаем отрезки бумаги. У меня это приблизительно 5 на 13 сантиметров. Я нарезаю их одинакового размера для того, чтобы мои ягодки получились приблизительно одинаковые. Но если вы хотите сделать свои ягодки побольше, делайте шарик побольше, и тогда сам кусочек бумаги вы точно так же делаете больше. Делаем из нашей фольги шарики. И так мы делаем со всей нашей фольгой. После этого в фольге делаем дырочку и будем вклеивать проволоку. На проволоке на конце можно также сделать петельку, чтобы ягодка держалась более надежно. Но я этого не делаю, вроде бы не отваливается. Надеюсь, в дальнейшем точно так же она мне не отвалится. Ну и так как у меня проволока изначально была с магазина, она уже была в бумажной обмотке, я не обматываю свою проволоку ни бумагой, ни тейп-лентой. И это нам очень сильно упрощает работу. Но если у вас любая другая проволока или другого цвета, вы просто ее обмотаете или той же самой бумагой, или тейп-лентой. После этого мы берем наш квадратик и посерединке прокалываем нашу бумагу. Поднимаем вверх, наносим сверху капельку клея и все хорошенечко поднимаем вверх. Еще в работе я использую нитку. Это самая обычная и плотная нитка. Смотрите, чтобы она у вас не рвалась. И после того, как мы уже ягодку сверху собрали вместе, я очень-очень сильно сжимаю ниткой. Тем самым у нас от нитки останется небольшое углубление бумаги, бумага хорошо склеится и не будет ягодка разваливаться. Ну и еще в этот момент можно сделать ягодки шиповника. Мы просто этот кончик не срезаем, а можно его покрасить коричневой краской. Тоже идея для дальнейших работ. Я же срезаю и беру белую краску. У меня это акриловая краска, контур.
но не имеет никакого значения, что вы будете использовать. Во-первых, это бумага, на бумаге рисует все. Поэтому вы берете любую краску, гуашь, все, что хотите. Главное, если вы будете брать акварель, использовать очень-очень мало воды, иначе наша бумага размокнет и ягодка испортится. Я слегка сверху наношу белую краску, это только для того, чтобы оттенить наши ягодки, и они стали более интересными. И в принципе наши ягодки готовы. Теперь нам останется собрать их в одну веточку. Ну и для веточки я хочу использовать несколько листиков, я их делаю совершенно произвольного размера. Здесь у меня ширина где-то 3 сантиметра на 6 или 7, но это удобно делать, особенно у тех, у кого есть остатки бумаги. Вы любого размера делаете лепесток и потом его приклеиваете. А теперь собираем. Закреплять свои ягодки я буду на проволоку с помощью бумаги, поэтому наношу капельку клея и начинаю все хорошо приклеивать. Ягодки я выстраиваю на одном уровне, и на каждую веточку я брала разное количество ягодок, так как в работе, мне кажется, это смотрится более интересным, чем когда у нас будут сделаны все цветы одинаковые, как под копирку. Ну и по ходу работы я также наношу капельку клея и потихонечку все обматываю бумагой. Тем самым мы закрепляем ягодки, чтобы они у нас не вывалились потом. Ну и бумагой мы закрываем все некрасивые края. И так я приклеиваю все ягодки. После того, как мы приклеили все наши ягодки, я закрепляю кончик нашей бумаги и начинаю приклеивать листики. Приклеиваю 2 листика и точно так же закрепляю все бумагой. И наша веточка готова. Я думаю, для своего букета можно использовать как несколько веточек, так и одну. Тем более, что в любой работе, когда присутствуют мелкие ягодки, цветочки, работа становится более интересной. Ну, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!